Питер и Мэри были темнокожей парой, которая преодолела множество трудностей на пути к счастью. Их история началась в университете, где оба учились на медицинских факультетах, полных амбициозных студентов, стремящихся к успеху. Они встретились на одной из лекций и сразу почувствовали притяжение друг к другу. Влюбившись, они быстро поняли, что их любовь способна преодолеть любые препятствия, которые могут встать на их пути. Несмотря на различные вызовы, с которыми им приходилось сталкиваться, они были полны решимости поддерживать друг друга и строить совместное будущее. Каждый день, проведенный вместе, укреплял их связь и убеждение в том, что вместе они способны справиться с любыми трудностями. Спустя несколько лет после свадьбы, наполненных радостью и совместными мечтами, они узнали, что Мэри беременна. Это известие стало для них настоящим подарком судьбы и принесло им огромное счастье, ведь они с нетерпением ждали появления малыша, который должен был стать частью их жизни. Каждый день они обсуждали, каким будет их ребенок, и строили планы на будущее. Когда долгожданный момент наконец настал, и Мэри попала в родильную палату, все вокруг замерли от удивления. Ребенок оказался белым, что совершенно противоречило всем ожиданиям и генетическим законам, которые они изучали на протяжении многих лет. Врачи, находившиеся в палате, были сбиты с толку и не в силах объяснить это необычное явление, которое оставило их в недоумении. Питер, ошарашенный происходящим и не в силах справиться с эмоциями, обвинил Мэри в измене и, не раздумывая, ушел от нее, оставив ее в одиночестве с новорожденным ребенком. Мэри была разбита, ее сердце разрывалось от боли, ведь она никогда не предавала своего мужа и всегда оставалась верной Питеру, несмотря на все трудности, которые им приходилось преодолевать вместе. Она пыталась объяснить ему, что не могла его обмануть, но он не хотел слушать ее слова и не желал принимать правду. Приняв решение воспитывать ребенка одна, она собрала всю свою силу и решимость, несмотря на страхи и неопределенность, которые ее окружали. Она не смотрела на трудности, которые могли возникнуть на ее пути, и была полна решимости сделать все возможное для своего малыша. Каждый день она старалась быть для него лучшей матерью, несмотря на одиночество и переживания, которые терзали ее душу. Годы шли, и малыш рос. Мэри отдавала всю свою любовь и заботу этому белому ребенку, который стал ее радостью и опорой. Она не сожалела о своем выборе и гордилась своим сыном. Через 3 года Питер внезапно решил провести тест ДНК. Результат оказался шокирующим, это был его родной ребенок. Питер осознал, что совершил ошибку, обвинив Мэри в том, в чем она была невиновна. Он понял, что своим нежеланием принять нечто необычное поставил под угрозу свою семью и счастье. Как выяснилось, произошел сбой на генетическом уровне. В роду Мэри были белые предки, и ребенок перенял эти качества. После того, как Питер извинился перед Мэри и признал свою ошибку, они вместе начали строить свое семейное счастье заново. Ребенок, ставший символом их любви и принятия, объединил их еще крепче. Их семья стала ярким примером того, как любовь и уважение к друг другу могут преодолеть любые трудности и предрассудки. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.